Hugs and Kisses with Dictators. He makes up my conversation, which is perfect. He makes up my conversation. He sees what I said. I'm a It doesn't play well steamroller, because it was perfect. I'm about to He made up a roll totally you. false conversation with the Ukrainian president. I'm a steamroller, My baby. name. I'm about to roll you. Thank you. I'm gonna jack your soul. My name is Joe So Biden, and I am sweet, Joe Biden's rock and husband. roll, and shoot you full That's how I'm known back home. That's how I'm known most places. I'm a salmon mixer, a shining arm. What an incredible crowd. Thank you so much. I'm a salmon mixer, Let me shining thank arm. Aquila. Well, I'm demolition derby, a hefty heart, Sterling John. And can we hear it for State Senator Biaggi and Assemblywoman Young? Привет, друзья, это Владимир Милов, и спасибо, что подписались на мой YouTube-канал и смотрите мою передачу о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Мы даем вам современный и глобальный взгляд на мировую политику, а не ту конспирологию или пропаганду, которую вы слышите и видите в интернете и по телеку. И сегодня я вас немножко обманул. Я обещал вам передачку об Эрдогане и Турции, что там происходит. Мы обязательно сделаем ее через неделю. Но мы просто решили сделать для вас такой спецвыпуск о том, что все-таки происходит сейчас в Америке, потому что вы задаете на эту тему больше всего вопросов, и там и правда есть о чем поговорить. С одной стороны, в американском Сенате проходят слушания по импичменту президенту Дональду Трампу, и как раз они сейчас находятся в своем эпицентре. С другой стороны, в активную фазу вступают праймерис Демократической партии, где в итоге будет отобран кандидат, который и будет, собственно, противостоять Трампу на ноябрьских выборах. Вот это буквально все сейчас уже начинается. Первые праймерис по штатам пройдут 3 февраля в Айове, и дальше там в ближайшие недели их интенсивность увеличится. Вот мы сейчас вам расскажем обо всем, что в Америке происходит, и начнем, конечно же, с импичмента. Да-да, вот эта маечка ведущего, она как раз посвящена этому процессу. Я недвусмысленно выражаю свое отношение к тому, что сейчас в американском Сенате происходит, потому что, конечно же, первый и главный вопрос, виноват ли Трамп в каких-то деяниях, которые заслуживают решения об отрешении его от должности. Ну, в этом нет и не может быть теперь уже никаких сомнений. Да, конечно же, виноват. Он поставил американскую внешнюю политику в заложники своей внутриполитической борьбы, нарушил законодательство, и собственно, вот это и повод, который послужил основанием для вынесения процесса импичмента в Конгресс и впоследствии в Сенат. Что он сделал? Давайте вкратце разберемся. Он давил на руководство Украины, шантажируя остановить Украине помощь, выделенную американским Конгрессом, в обмен на начало криминального расследования против его политического противника Джо Байдена, ну, точнее, сына Байдена, который работал в американской компании. Там история с Байденом – это отдельный разговор. И, кстати, пересмотрите нашу передачу от прошлой осени. Мы специально сделали вот один из наших первых выпусков, посвященных американской политике, и там подробно разбирали Байдена, ситуацию с его семьей, работу его сына в Украине. Не буду на эту тему повторяться, но здесь важно что решение о выделении военной помощи Украине, которую произвольно заблокировал Трамп, было принято американским Конгрессом. То есть это был, по сути, закон, который Трамп как президент должен был исполнить. Вот мы всегда любим говорить о том, что вот есть институты, есть парламент, нужна парламентская система, там верховенство парламента над президентом. В Америке немножко не так. Там все-таки система власти, она во многом зациклена на полномочиях, предоставляемых всенародно избранному президенту. Но у парламента тоже есть свои полномочия, и они очень четко и жестко описаны в законодательстве. И если парламент принимает закон, то все. Президент обязан его исполнять. Вот у нас в Америке
очень многие защитники Трампа, они как-то уводят вот эту тему так немножко в сторону, да. Но здесь самая главная история состоит в следующем, что решение о помощи Украине было принято Конгрессом, и Трамп абсолютно волюнтаристским образом приостановил его исполнение на довольно длительный период, требуя от Украины не каких-то формальных действий, которые были бы связаны с исполнением формальных договоренностей с Соединенными Штатами, а требуя, в общем, такого личного фейвора, требуя от президента Зеленского пойти Трампу навстречу в его внутриполитической борьбе в Америке, помочь Трампу в достижении личных политических целей. То есть Трамп поставил американские внешнеполитические интересы в зависимость от своих эгоистических личных внутриполитических интересов в Америке. Да. Ну, вы знаете, вот, откровенно говоря, я не готов там до конца уходить в дебри американской истории, но в последние там 100 с лишним лет, то есть вот в современной истории Соединенных Штатов, можно совершенно точно говорить, что такого не только никто не делал, но даже и не подумывал об этом и близко не пытался использовать американские международные интересы в качестве разменной карты в своей внутриполитической борьбе. Я напомню, что импичмент президента Никсона, который не состоялся, Никсон сам ушел в отставку, он был из-за того, что он просто прослушивал своих оппонентов в ходе предвыборной кампании. Это плохо, незаконно, но, тем не менее, международные интересы Америки на карту не ставились. Да? А попытка импичмента Билла Клинтона в 1998 году была вообще связана с его отношениями с женщинами. Вот уж точно совершенно не Дональду Трампу и его сторонникам здесь, значит, рассуждать на эту тему, как правильно с женщинами себя вести. Но, тем не менее, тогда вообще даже не шла речь о том, что Клинтон поставил какие-то государственные интересы на карту ради своих личных целей. Да? Ну, здесь вот такая вот очевидная вещь. То есть, если начинать в этом разбираться, то все это немедленно всплывет. Причем это доказано. Там в Конгрессе, который сейчас нижняя палата представителей американского Конгресса, который контролируют демократы, были слушания на эту тему, было много свидетелей, там, в том числе сторонники Трампа, люди, назначенные Трампом, которые откровенно признавали, что да, была попытка навязать главе Украины Зеленскому вот такую сделку. Мы тебе помощь, если ты нам помогаешь бороться с оппонентом на президентских выборах здесь, в Америке. Да? Это все официально установлено. Официально установлено, что глава аппарата Белого дома Малвони обсуждал с сотрудниками, искал способы обойти решение, принятое парламентом. То есть решение о выделении помощи, утвержденное Конгрессом. Ну, то есть там фактуры просто выше крыши. Самая неприглядная история. Это вообще вот здесь можно посмотреть, как в принципе выглядит так называемое управление страной, которое вот осуществляет в ходе своего президентского срока Дональд Трамп. Самая мутная история вот, из этого всего Украина-гейта – это личный персональный адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, которого он послал разбираться с украинскими делами и вести там неформальные переговоры с украинскими официальными лицами по вот этому поводу. Он нанял таких двух мутных совершенно чувачков, которых вы видите на экране. Их зовут Игорь Фруман и Лев Парнас. Кстати говоря, на всякий случай, они на минуточку практически мои ровесники, если что. Они старше меня там не на 20, не на 30 лет. Да. Так вот, эти люди, ну, они выходцы из Украины и Белоруссии, и много времени в Украине проводили, там давно перебрались в Соединенные Штаты, ввели там совместный какой-то мутный бизнес. И вот Руди Джулиани нашел их, чтобы они разруливали с Украиной все эти мутные дела и помогали в процессе давления на украинских политиков. Я не буду вам про них долгую историю рассказывать. Они недавно были арестованы американцами по обвинениям в использовании денег неизвестного происхождения для влияния на американскую политику. И вот один из них, вот этот самый Лев Парнас, начал не просто давать показания. Но вот что он сделал. Вы сейчас этот фрагмент увидите, это просто фантастика. Да? Он записал один из их совместных ужинов с Трампом в Трамп-отеле в Вашингтоне на видео, где Трамп, абсолютно не стесняясь в выражениях, с какими-то мутными чувачками, выходцами из постсоветского пространства, обсуждает, какая сволочь посол Украины в Америке Мария Иванович, официально назначенный дипломат, утвержденный американским парламентом,
с большим опытом и большой карьерой, Трамп говорит вот этим мутным деятелям, выходцам из бывшего СССР, что типа вот надо как можно быстрее от нашего посла в Украине избавиться. Понимаете, здесь вот я даже как бы сейчас не с юридической и не с этической точки хочу этот эпизод обсудить, но здесь вопрос простой. Если какие-то непонятные черти могут президента Соединенных Штатов вот так в легкую записать на телефон, как он несет там в частном разговоре черти что, то представляете, что есть на Трампа у российских спецслужб, саудовских спецслужб, израильских спецслужб, и мы даже не знаем у кого. То есть совершенно очевидно вот из этой записи, что Трамп абсолютно не сдержан на язык в каких-то обстоятельствах, где вообще-то стоит следить за собой. Никакого секретного протокола он не соблюдает по обсуждению государственных вопросов. Это, в принципе, вызывает вопрос, а до чего вообще докатилась Америка, если у нее такое руководство. Вот давайте просто небольшой фрагмент посмотрим. The biggest problem there, I think, where we need to start is we got to get rid of the ambassador. She's still left over from the Clinton administration. Where the ambassador, where Ukraine? Yeah, and she's basically walking around telling everybody, wait, he's going to get impeached, just wait. I mean, Really? it's incredible. I don't know Parnas. I don't know him. Okay, Other than he's sort of like a groupie. He shows up at fundraisers. It's incredible. It's like, She'll be gone tomorrow. yeah, well, What's her name? I don't have her name back. So one of the things that will be, now that we have a Secretary of State that's been sworn in. Get rid of her. Hooray. One of the first Okay, things get her out that tomorrow. will, I don't care. Get her out tomorrow. Take her out. Ну, красавец, да? Просто черт его знает с кем, черт его знает где, на камеру. У него есть огромная вроде как служба безопасности, да? Но вот он известно, что он постоянно встречается с какими-то непонятными мутными людьми в своем флоридском имении Мар-а-Лаго, куда он сам решает, кого пускать, не пускать, обсуждает с ними секретные вопросы. Вот каждый может это вот точно таким же образом записать. Запись эта возникла откуда? Дело в том, что Лев Парнас, когда его арестовали, он решил сотрудничать с ФБР и сам эту запись сдал и выложил в публичный домен. А представьте, сколько еще не выложенного на Трампа есть. Hugs and kisses with dictators. Я, кстати, хочу вам сказать, что первый свой визит Трамп совершил в Советский Союз еще в 1987 году. Лично по приглашению советского посла Добрынина организовывал это путешествие ВАУ-интурист, которое, в общем, можно считать официальным подразделением КГБ СССР. Ну, а также мы знаем, что Трамп никогда не стеснялся ни мутных финансовых сделок и, мягко говоря, не вел себя как монах. Ездил он сюда много раз, жил он всегда в гостиницах. Наши гостиницы с точки зрения КГБ это, в общем, практически аквариум. Все, что вы там делаете, это хорошо так подробно записывается. Да? Поэтому, ну, конечно, когда его спрашивают, есть ли у Путина что-то на Трампа, ну, безусловно, там есть гораздо больше, чем Трамп хотел бы, чтобы публика знала. Но, тем не менее, возвращаясь к вот этому Украина-гейту, как выяснилось на слушаниях по импичменту в Палате представителей, где заслушивали свидетели, рассматривали доказательства, там материала для того, чтобы вынести решение об импичменте, просто выше крыши, просто предостаточно для того, чтобы президента Трампа официально отстранить от должности. Hugs and kisses with dictators. Но, собственно говоря, вот процесс, который сейчас происходит в Сенате, он, к огромному сожалению, вместо реального рассмотрения вопроса об американских интересах, о том, соблюдал ли президент закон, о том, как работают вообще институты власти США, действует ли Конституция и так далее, да, это все превращается в фарс. Потому что, к огромному сожалению, вот на сегодня, ну, извините, я не хочу никого обидеть, но американская политика вместо вот тех вот хваленных институтов, которые мы привыкли с вами часто обсуждать и ставить, в том числе нам, пример, институты это трещат по швам. Все это выродилось, к сожалению, в абсолютно примитивную двухпартийную борьбу без правил, где, в общем, правило только одно. Кто сильнее, тот и прав. И вот на сегодняшний день небольшим большинством в Сенате обладает республиканская партия, которая, тоже вот были разговоры, что она может себя по-разному повести, все-таки встать на защиту государственных институтов и государственных интересов.
Но инстинкты республиканцев, в общем, подсказали им, что плевать на институты, плевать на интересы, а мы просто будем вот как такая однопартийная свора, организованная группировка, понятно какая, да, будем оборонять своего. Закон, институты, нас это дело не волнует. Вот они сейчас на слушаниях в Сенате просто хотят по-быстрому их прокрутить, проголосовать в соответствии с партийным большинством, предложение об импичменте отклонить. И главное, отказаться от заслушивания свидетельств, от вызова свидетелей и от рассмотрения доказательств. Ну, это как бы вообще фантастика, потому что сами представители Трампа на вот этом процессе в Сенате, когда выступали, они назвали это по факту судебным процессом, но это немыслимо даже в российских басманных судах. Да, у нас суды часто отказывают в вызове свидетелей, но даже не всех. Ментов они все-таки вызывают. Да? Республиканцы в американском Сенате хотят отказаться вообще от вызова любых свидетелей туда. Ну, единственное, что сейчас это, конечно же, поколебалось, потому что слишком много информации о том, что Трамп реально нарушил закон и отступил от своей клятвы президента. Вот, в частности, сейчас такой бомбой на данный момент является будущая еще не опубликованная книга бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, которого он уволил несколько месяцев назад. Но в момент, когда разворачивался этот Украина-гейт, Болтон как раз вот исполнял обязанности ключевого лица в Белом доме, отвечающего за внешнюю оборонную политику. И есть все признаки того, что Болтон был недоволен действиями Трампа и его команды. То, что личные интересы Трампа подмешивают в стратегические внешнеполитические интересы Америки. И вот Болтон, есть все признаки, что он готов прийти и рассказать, как все на самом деле было. Он не приходил на слушание в Конгресс, потому что он демократов не любит, но вот дал понять, что в Сенат прийти может. Вот его могут вызвать свидетелем. Это все, конечно, появление вот информации об этих откровениях Болтона произвело такой эффект разорвавшейся бомбы. И, собственно говоря, вот сейчас мы не знаем на момент записи этой передачи, что будет в ближайшие несколько дней, но вот один из ключевых сюжетов может быть голосование в Сенате, где ряд республиканцев, по крайней мере несколько человек, могут все-таки склониться к тому, чтобы свидетелей вызвать и начать рассматривать процесс импичмента по существу, а не в режиме такой вот бинарной черно-белой партийной голосовалки. Типа голосуем все за нашего, а прав он или не прав, нарушал, не нарушал закон, неважно. Да? Все может стать чуть более интересным. Вот есть ряд сенаторов, например, бывший кандидат в президенты от республиканской партии Митт Ромни, он сейчас сенатор от Юты, или сенатор Сьюзен Коллинз, или сенатор от Аляски Лиза Мерковски. Вот они колеблются, они традиционно занимают такие позиции более центристского толка, близкие к каким-то условно разумным, да. Есть шанс, что они могут проголосовать за то, чтобы вызвать свидетелей и сделать процесс рассмотрения дела об импичменте в Сенате более интересным. Вот, может быть, на момент выхода этой передачи в эфир мы с вами чуть подробнее об этом узнаем. Hugs and kisses with dictators. Ну и вот два слова я хотел еще сказать, в принципе, о лицемерии многих представителей республиканской партии. Вот их сейчас поймали на чем? Что там же в Америке особенность, что там одни и те же люди сидят десятилетиями в Сенате, да. И вот их поймали на том, что когда в 1998 году, 20 лет назад, были слушания по импичменту Билла Клинтона, то они говорили ровно противоположные вещи, чем то, что они говорят сейчас. Вот, например, это цитата из сенатора Линдси Грэма, который сейчас активно выпрыгивает из штанов, защищает Трампа и говорит, типа, нет, нельзя объявлять импичмент, если не доказано судом формальное преступление. Но как раз в 1998 году, когда рассматривалось дело Клинтона, то Грэм говорил совершенно противоположное. Он говорил, что не нужно, чтобы президент совершал преступление для того, чтобы отрешить его от должности. Достаточно, чтобы его действия по этическим нормам не соответствовали там, Конституции или каким-то принципам работы президента и так далее. Ну, это вот такой признак очевидных двойных стандартов, которые выработала себе американская «Единая Россия». Кстати, вот реально сейчас думаешь, я же помню подробно все эти процедуры, связанные с попыткой отрешения Билла Клинтона от должности в 1998 году. И ну, я осуждаю Клинтона за всю эту историю, да, за роман с подчиненной, который он там отрицал и так далее. Да. Но, тем не менее, вот если просто сравнить
не то что два повода. Да? Клинтон не использовал внешнюю политику как разменную монету для каких-то своих личных интересов. Это раз. И второе, уж если говорить об отношениях с женщинами, то Трампа просто вообще нельзя было в этот Белый дом пускать, если руководствоваться теми стандартами, о которых вот республиканцы говорили на слушаниях по импичменту Билла Клинтона в 1998 году. Ну и два слова, конечно, я не могу не сказать о, на мой взгляд, самом злом и опасном человеке современной американской политики. Вы видите его сейчас на экране. Это вот, собственно, лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, Moscow Mitch, как его сейчас в шутку называют политические оппоненты, или не в шутку, потому что по факту реально Митч МакКоннелл вместо того, чтобы стать таким умеренным, здравомыслящим лидером республиканской партии, который бы осаждал Трампа от всех его адских авантюр, он наоборот насаждает среди всех сенаторов и вообще членов партии такую позицию, что нам надо безоговорочно поддерживать президента вот в любой фигне, которую он бы не совершал. И подавлять всех несогласных, оказывать на них давление, чтобы они 100% голосовали в соответствии с генеральной линией партии, ну как делает мафия. Или как поступает в авторитарных однопартийных системах, как мы с вами хорошо знаем. Да? Вот, собственно, МакКоннелл известен тем, что он большой противник Путина и сторонник санкций против путинской России. Но видите, все-таки, когда дело доходит до внутриполитических целей, то именно как раз МакКоннелл построил ситуацию, когда очень жесткая республиканская партия выстроена и не смеет сделать ни шаг влево, ни шаг вправо, фактически стала такой машиной поддержки единоличного лидера. Вместо вот демократической партии, про которую многие думали, что она является, вот она сейчас показала настоящее лицо, о котором я, в общем, говорил в наших передачах не раз. Да? Ну что это такое? Рассматривать серьезное дело об отступлении президентом от конституционных норм, нарушении решений парламента и не вызывать свидетелей, не рассматривать факты, а просто проголосовать вот так послушно в соответствии с партийным раскладом и все, да. Но это не серьезный разговор. Вот именно товарищ МакКоннелл насаждает сегодня такую линию поведения республиканской партии. Ему, кстати, скоро переизбираться. Посмотрим, как это скажется на его рейтинге. Ну и два слова об отношении американцев к импичменту. В целом, надо сказать, что в последнее время мы видели целый ряд опросов, которые показывают, что около половины или даже больше считают, что Трамп все-таки должен быть отрешен от должности. Причем в декабре, например, вот это вы видите недавний пол CNN, который говорит, что 51% за отстранение Трампа. А в декабре похожий пол опубликовал как раз Fox News, который симпатизирует республиканцам и Трампу. И его, в общем, трудно упрекнуть в предвзятости и симпатии к демократам. Даже Fox News говорил, что большинство американцев уже просекли, в чем дело, из-за отстранения Трампа от должности. Хотя в целом надо признать, что вот эти рейтинги колеблются. Вы сейчас видите на сайте график, который дает Real Clear Politics. И этот график показывает, он по времени показывает, что вот идут постоянные колебания туда-сюда. Но соотношение там, мысли американских избирателей по этому поводу, ну, где-то примерно 50/50. Кстати, я всем рекомендую, кто интересуется американской политикой и не в курсе, вот этот сайт realclearpolitics.com, вы там можете всегда найти любую аналитику, информацию, последние опросы о том, вот, что сейчас в политике штатов происходит. Ну вот, возвращаясь к этим опросам, здесь, вот, к сожалению, мы видим две вещи. Первое, что все-таки интерес к этому импичменту со стороны американской публики низкий. И люди считают в основном это какими-то разборками политиков в Вашингтоне. Вот это все очень сильно отличает Америку от того яркого образа, который у нас сложился там в российской политологии и среди тех, кто все время приводит Соединенные Штаты в пример, как какой-то образец таких прям классных институтов. Там институты, ну, действительно, там на много порядков лучше, чем в России, и более развиты, чем в России. Мало мест можно в мире найти, где все хуже в этом плане, чем в России. Конечно, тут нечего сравнивать, да? Но, с другой стороны, на мой взгляд, вот эти главы из учебников, насколько классные американские институты, возможно, придется где-то и повымарывать.
Потому что мы видим, как они затрещали по швам, как там половине американцев просто плевать на то, что их президент отступил от Конституции и нарушил закон. И вот второй момент, о котором я хотел сказать, это было видно еще во время выборов 2016 года, когда вот людей, там, проголосовавших за Трампа, их спрашивали, а там почему? Многие говорили, он нам не нравится, но мы типа сэкономим там $100 или несколько сотен баксов там на налогах или на медицинской страховке. Поэтому вот это для нас главное. Государственные институты, двухпартийная или однопартийная система, свобода прессы, там, международная политика, нас это все не волнует. Нас волнует $100. Наши конкретные здесь и сейчас. Вообще, я вот сейчас ездил в декабре в Вашингтон. Кстати, если хотите, можете послушать пару моих подкастов. Мы дадим их в описании к этому видео. Да. Я дал там пару больших англоязычных интервью, где, ну, конечно, они меня спрашивали и сравнивали вот эту ситуацию в России и в Америке с переходом от какой-никакой свободы к такой, ну, в общем, если не к авторитаризму, но к очевидной однопартийной системе. Что пытаются сейчас сделать в Штатах Трамп и республиканская партия. И это не уникальная история в западном мире. Это уже сделал Орбан в Венгрии. Это пытается сделать Качинский в Польше. Это давно сделал и пытается удержать Эрдоган в Турции. Да? Вот похожую систему, очевидно, хочет сделать Трамп. Так вот, вот эта $100-баксовая ментальность, это очень важная штука, которая создает благоприятную почву для таких изменений. Люди говорят, нам не важно, что наверху в политике происходит. Мы вообще отстраняемся от этого, не будем в этом деле участвовать. Главное, что нам дали $100 здесь и сейчас. Я думаю, что русские люди, которые меня сейчас смотрят, они очень хорошо поймут, о чем речь. Вспомнят недавнее послание Путина, вот эту раздачу слонов, бесплатные обеды, мат-капитал за первого ребенка. И под это дело вам изменения в Конституцию. Вы знаете, ну, конечно, Америка очень сильно отличается, но есть некоторые похожие вещи. Вот, на мой взгляд, многие американские деятели, политики, там, общественники, эксперты, они вынуждены соглашаться со мной. Послушайте вот эти подкасты еще раз. У нас такой довольно откровенный диалог о том, что происходит. Они признают, да, вот эта вот пассивность нашего общества в отстаивании верховенство права и демократических институтов – это штука, которая открывает дорогу всяким прохиндеям, которые хотят узурпировать власть. Вот будем смотреть, что происходит в Америке и с импичментом, и в дальнейшем с вот этой ситуацией, с попыткой республиканцев в одностороннем порядке узурпировать власть и основные ее институты. Но вообще вот ситуация тревожная. Сверху люди, которым плевать на закон и конституцию, они хотят только удерживать власть любыми способами. Снизу очень много избирателей, которым плевать на это все, на закон, на верховенство права, на разделение властей. Им главное $100. Мы видели в России, как это работает. Это приводит, к сожалению, к тяжелым результатам. И два слова я хотел сказать о таких условно промежуточных итогах правления Трампа. Ну вот он уже 3 года у власти. И, в общем, можно сказать, что практически ничего из того, что он обещал, не сделал. Кое-что сделал, но выгоды от этого достались совсем не тому, о ком он говорил. Вы знаете, вот, к сожалению, у нас, причем даже среди сторонников демократических перемен в России, очень много трампистов, которые распространяют очень-очень много мифов. Я могу объяснить, почему, на мой взгляд, это так происходит, потому что у нас люди сильно ушиблены коммунизмом и социализмом. Действительно, там Россия, наверное, страна, возможно, больше всех пострадавшая от социалистических и коммунистических идей. И это многих людей сдвинуло как бы наоборот совсем резко вправо. То есть они, когда видят там кого-то с левыми взглядами, они уже начинают шарахаться от него как от больного чумой или от прокаженного. Да? И это заставляет их искусственно погружаться в такую вот правую повестку. Типа, раз мы не левые, раз мы правые, значит, мы вот должны идти за какой-то стаей, которая вот в других крупных странах вот толкает определенные правые идеи там, про мигрантов, про оружие, про экономическую политику и так далее. Да? Вот мне кажется, корни в этом. Но, ребят, надо же все-таки смотреть на все не с точки зрения вот этого такого политического тройболизма, да,
и какой-то своей ушибленности истории, а надо смотреть просто реально на то, что происходит. Ну вот давайте начнем с экономики. Первое, что можно услышать про итоги правления Трампа, а вот при нем экономика растет. Ну, ребята, а давайте вспомним, а при ком она начала расти после Великой рецессии, в которую Америка погрузилась в конце правления президента Джорджа Буша? При Бараке Обаме. При Бараке Обаме. Вот график, который вы сейчас видите, это график создания рабочих мест в Америке. Вот он такой, ровненький, идеальненький, под 45 градусов вверх. Покажите мне точку перелома, которая произошла после того, как пришел к власти Трамп. Да нет там никакого перелома. Это просто продолжение тренда. Ну вот говорят экономический рост. Окей, хорошо, экономический рост. Был после прихода Трампа к власти некий всплеск. Кстати, не до таких уровней роста ВВП, который был вот там, в 2015 году, например, при Бараке Обаме. Да? Сейчас это все скопустилось до средних абсолютно уровней экономического роста за последние 10 лет. То есть Трамп никакого... Он обещал, когда он пришел, он обещал 4-5% роста ВВП, даже 6% роста ВВП в год. Ничего этого нет. Мы видим точно такой же рост экономики, как при Бараке Обаме. При этом Трамп вместе с республиканцами принял законы о колоссальных налоговых послаблениях крупным корпорациям и воротилам финансового мира, снизил им ставку налога на прибыль. Вот я здесь хотел два слова на этом остановиться, потому что меня всегда спрашивают, что вот ты же всегда поддерживаешь снижение налогов. А как так ты вот против того, что Трамп и республиканцы снизили налоги в Америке? Ребят, я поддерживаю снижение избыточных налогов. Вот Россия, например, входит в десятку крупнейших стран мира по уровню налогов на труд. У нас 30% на зарплату – это вот налог на так называемые страховые взносы, налог на фонд оплаты труда, которые идут там в пенсионный фонд, в медстрах и так далее. В Америке такого нет. Там payroll tax всего 15%, а не 30%. 15%, как вот предложено в президентской программе Алексея Навального. Да? Если посмотреть Америку, сравнить ее с средним уровнем налогообложения по миру, например, в докладе Pricewaterhouse Paying Taxes, вы увидите, что в Америке такой же уровень налогообложения, как в среднем по миру. В России выше, чем в среднем по миру. В Америке примерно такой же. То есть нет проблемы какого-то избыточного налогообложения в США. Вам будут говорить про прежнюю ставку налога на прибыль в 35%, так ей никто не пользовался. Там действовала такая система вычетов, что эффективная ставка налога на прибыль в Штатах была ниже. И Трамп вместо, вот один из заголовков из Bloomberg, который я сейчас процитирую, from low to lower, из относительно низких налогов, он сдвинул американские корпорации в зону вообще ультранизкого налогообложения. Они сейчас, вот вы видите это на графике, Штаты сейчас по уровню корпоративного налогообложения одни из самых низких в мире. То есть они ушли из серединки, где нормально было находиться, чтобы собирать налоги, нужные для финансирования разных социальных инфраструктурных программ. Они ушли вообще вниз и подарили огромный грант корпорациям, которые потратили это на что? Республиканцы обещали, что это потратится на создание новых рабочих мест, на увеличение зарплат. Ну и где это все? Ну вот заголовки, которые вы видите, говорят о том, что ничего этого нет. Ни увеличения зарплат, ни новых рабочих мест. Корпорации весь этот windfall, дополнительную прибыль от снижения налогов, потратили преимущественно на выкуп собственных акций, на всякие бонусы, на дивиденды своим владельцам и так далее. Как, собственно, и предсказывалось. Когда у вас нормальный средний налог на прибыль, не надо его снижать. Снижать надо те налоги, которые завышены, избыточны, если это так и происходит. Да? И результатом этой политики, вот помните, сейчас же многие забыли, когда был президентом Барак Обама, то его все время ругали. Вот он наращивает госдолг, вот он наращивает дефицит. Триллион сейчас дефицит бюджета, $1 триллион. Посмотрите на график, как скакнул дефицит американского бюджета при Дональде Трампе. И что-то республиканцы заткнулись на эту тему. Ну, конечно, потому что корпорациям подарили прибыль, они смогли повысить стоимость своих акций, сделать эти выкупы обратные, байбеки, заплатить дивиденды. Все очень хорошо. В корпоративном мире все хорошо. Трамп сделал банки с Уолл-стрит богатым. Это вот та самая экономика жирных котов,
которую мы здесь с вами все время ругаем в России, в том числе в моей передаче «Где деньги» на Навальный лайв. Зато рядовым американцам, гражданам, предпринимателям придется заплатить почти 50 миллиардов долларов за те торговые тарифы, которые Трамп ввел против других стран, Китая, Европы и так далее, в ходе развязанных им абсолютно на ровном месте торговых войн. Он обещал, что другие страны за это заплатят, но повысил импортные пошлины, товары стали дороже. В результате рядовые американцы выложили 50 миллиардов долларов за развязанные Трампом тарифные войны. Ну что еще там обещал этот наш Обещалкин? Инфраструктура. Это была огромная часть его предвыборной риторики. У нас изношенные аэропорты, изношенные дороги. Я вот приду, и все это зацветет там пышным цветом. Где это все? Где великий план по перестройке инфраструктуры, который Трамп за вот 3 года у власти хотя бы сдвинул куда-то? Нету. К сожалению, вот как я и говорил 3 года назад, этот президент США, он предсказуемо оказался обычным популистом-балаболом, которого интересует только собственная власть. И, собственно говоря, это было видно очень четко вот в этом самом Украина-гейте, где он там врал сначала, что он с Зеленским, с президентом Украины по телефону говорил о коррупции, о каких-то там важных совместных целях, а потом выяснилось, что ни о чем таком они не говорили. Говорили они о 2 вещах. Сначала про баб. Трамп сказал ему, что у тебя очень классные телки на Украине, я помню, они участвовали в моих конкурсах красоты. А потом про то, что, слушай, у меня тут есть Байден, мне надо его завалить. Давай ты против него возбудишь дело. Иначе я тебе заморожу военную помощь. Вот такая вот, значит, великая международная политика от Соединенных Штатов имени Дональда Трампа. Уважаемые друзья американцы, ну, вам вообще вот самим не стыдно, что все это дело прямо на глазах у вас и всего мира происходит? Люди же видят. Вот посмотрите на график, как изменилось отношение к Соединенным Штатам в мире за последние 3 года. Как там писал Михаил Булгаков в своей книге «Собачье сердце», да, это же просто какой-то позор. Задумайтесь об этом. Ну и все-таки давайте поговорим о том, что у демократов происходит, и может ли, сейчас вот вопрос стоит таким образом, может ли на ноябрьских выборах быть какая-то вменяемая альтернатива Дональду Трампу из демократического лагеря. Сейчас, конечно, в этом появились сомнения, они изначально были. Вот пересмотрите нашу передачу, которую мы выпускали осенью, о том, что происходит у демократов на их праймерис. Там, в принципе, изначально, вот уже я рассказывал вам, что картина была довольно кислая, но сейчас в лидеры гонки вырвался Берни Сандерс. Блин, Берни Сандерс. Ну, это, мы очень любим Берни Сандерса. Мы видели его 4 года назад во время президентских праймерис с Хиллари Клинтон. Это человек, который в 1988 году ездил в Советский Союз вместе со своей новой женой в свадебное путешествие. И приехав оттуда, он рассказывал вам, дорогие американцы, как, значит, здорово в Советском Союзе люди живут. Вот про очереди, там, про то, что жратвы не было в магазинах и приходилось там в 3 утра вставать, чтобы ее купить. Про то, какого качества было все, что советская промышленность лучшее в мире производила. Там. Все это он не рассказывал. Но он действительно, Берни Сандерс, это последователь, он называется демократическим социалистом. Да? Ну, как бы в этом, может быть, и не было бы ничего плохого, если бы он постоянно не признавался в любви к Советскому Союзу, ко всяким латиноамериканским диктаторским режимам. Вот он тут недавно активно защищал режим Николаса Мадуро и говорил, что штатам не надо в это дело вмешиваться. Да. Ну и в целом, вот мы как раз в нашей осенней передаче о праймерис демократов так в целом его списали из числа потенциальных кандидатов, потому что он тогда, вот как вы сейчас видите на графике, осенью Сандерс в принципе находился на минимуме, потому что он перенес инфаркт. И гораздо более активную кампанию вот как раз на этом левом фланге демократической партии вела другой кандидат Элизабет Уоррен, у которой было много новых идей, и вообще она выглядела как-то получше с точки зрения энергетики кампании, чем Сандерс. Ну, многие, и мы тогда вот сказали, типа, ну, видимо, Сандерс как бы уже все. Ничего подобного. За эти 3 месяца дедушка так рванул в вопросах, да,
а он уже, в общем, не молоденький, он один из, собственно, представителей вот этой, как шутит, гонки на лафетах, да, в американской президентской предвыборной кампании. Сандерс просто очень резко рванул и сейчас конкурирует с лидером праймерис и бывшим вице-президентом Джо Байденом за номинацию. Вот есть все прогнозы, что будут первые праймерис проходить в Айове и Нью-Гэмпшире в начале февраля. Вот уже 3 февраля будут праймерис в Айове, и Сандерс может их выиграть. На самом деле это ничего не значит, потому что когда вот были праймерис республиканские, например, 4 года назад, то первые вот эти как раз праймерис в Айове выиграл не Трамп, а выиграл Тед Круз. И это тогда, в принципе, нанесло такой сильный моральный удар по кампании Трампа, но он оправился, потому что Айова — это не самый большой штат с точки зрения количества делегатов, которые едут на съезд партии потом утверждать избранного кандидата. Там, какая там система в Америке, да? Вот у нас все время спрашивают, а почему там прямые выборы не ввести, почему там вот этот институт выборщиков и какие-то квоты и количество выборщиков и делегатов на съезды по штатам. Потому что Америка — это федерация, и вот эта система, она специально закреплена для того, чтобы маленькие штаты не теряли свое влияние. Потому что все там уедут в богатую Калифорнию или в богатый Нью-Йорк. И таким образом голоса небольших штатов внутри федерации размоются, не будут иметь никакого веса. А какой-нибудь там условный Род-Айленд всегда должен своих 2 чувачков иметь. Да, вот гарантированно. Вне зависимости от того, как меняются пропорции в населении и как пухнет Калифорния. Да. Но, тем не менее, вот такая система там есть. Она же есть на уровне выборщиков на национальном уровне. Она же так или иначе воспроизводится на уровне штатов. То есть там есть фиксированный набор делегатов на съезд партии. Вот надо выиграть этих делегатов. В большинстве штатов это работает по принципу победитель получает все. То есть если Берни Сандерс там выиграл Айову, то делегаты от Айовы все едут на съезд и должны, значит, как пионер проголосовать за него. Да? Но дальше просто идут на подходе более крупные штаты, где может выиграть Джо Байден. Например, вот 3 марта у них будет так называемый супервторник, когда будут разыгрываться номинации аж в 15 штатах, и почти 1500 делегатов будет стоять на кону. И вот, в принципе, прогноз на супервторник, что Байден там выиграет и больше 500 делегатов получит. То есть Джо Байден пока в рейтингах держится. Но вообще, конечно, вот то, что лидером кампании демократов и кандидатом в президенты может стать Берни Сандерс, это дико разочаровывающая история. Ну, во-первых, он все-таки представитель уже уходящего поколения. Во-вторых, его идеи, довольно радикальные идеи левого толка, пересмотрите нашу осеннюю передачу, я все там это объяснял, они не резонируют с большинством американских избирателей. То есть вот это вот немногочисленное, но очень активное левое крыло с энтузиазмом его поддерживает, а большинство американцев на этот демократический социализм начихать. И они даже скорее побоятся этого дела. Вот, кстати, Трамп и его сторонники очень активно подняли голову и сейчас нахваливают Берни Сандерса и не скрывают, что они были бы рады, если бы он выиграл. Потому что Трамп как раз очень настроен и готов проводить вот эту линию, что я такой борец с социализмом. Как одна из известных цитат Трампа: Америка никогда не будет социалистической страной. Она и так никогда не будет социалистической страной. Но это очень классный политтехнологический ход. Взять и попугать там бабушек где-нибудь в какой-нибудь реднековской глухой провинции, что вот идут какие-то страшные социалисты с ружьем. Всех вас, значит, сейчас поставят к стенке и отправят вот туда, к Иосифу Виссарионовичу Сталину, значит, для проведения с вами репрессий. Да? Это очень удобная пугалка для Трампа, что вот идут какие-то социалисты, прям лучшей фигуры, чем Берни, чтобы все это иллюстрировать, не придумать. Берни тащит своими идеями американскую политику в экстрим. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Я уже объяснял осенью, что им, в принципе, надо как-то двигаться в эту сторону, но слишком резкие движения может просто реально народ распугать. И, собственно, это один из факторов, по которым вот сейчас очень многие боятся, что если Сандерс будет номинантом от демократов, ну, он имеет все шансы выборы проиграть осенью. Такая же ситуация у Элизабет Уоррен. Это вот другой кандидат из левого фланга, который мы подробно обсуждали в прошлый раз, и напоминать я об этом не буду. Там произошло за эти 3 месяца что у Уоррен
чуть снизила вот какую-то свою энергетику компании, а у Сандерса, наоборот, прошла история с инфарктом, как чуть все позабыли, он начал очень активно себя действовать, и у него большая, широкая база поддержки, прежде всего, среди молодежи. То есть Элизабет Уоррен – это человек идей, то есть у нее есть очень много таких прорывных, интересных идей, как перестроить Америку. А Сандерс – это человек такого нетворка. У него есть широкая сеть поддержки по всей стране, где много молодежи. Она еще образовалась еще с тех пор, вот с президентских праймерис перед выборами 2016 года. Все это в разогретом состоянии. Там больше энтузиазма, чем в компании Уоррен. В общем, наверное, объяснимо, что они поменялись местами. На этом фоне фаворит гонки Джо Байден, он как-то немножечко сник. Ну, его, поскольку когда ты лидируешь, да, понятное дело, что тебя все будут атаковать с разных сторон. Вот он не молодой, он как бы держит эти удары, но понятно, что сильнее они его не делают. Ну, в том числе и вот эта история с работой его сына в украинской газовой компании «Бурисма» и там обвинения с коррупциями. Он пока держится, да, но вот плюсов ему это все тоже не добавило. Надо сказать, что он очень часто выглядит довольно невнятно в публичных выступлениях, в дебатах и так далее. Да? И мы видим также, что какого-то хорошего кандидата-центриста, в общем-то, не появилось. Я в прошлый раз говорил вам о сенаторе Камале Харрис из Калифорнии. Но, к сожалению, вот она в начале декабря объявила о том, что она снимается с президентской гонки. Она была одним из фаворитов еще весной, но по разным причинам растеряла свое преимущество. Сейчас, наверное, там главными двумя надеждами центристов являются бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг и молодой такой перспективный политик, мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, Пит Бутиджедж. Вот они идут за тремя лидерами, за Байденом, Сандерсом и Уоррен, они как бы дышат им в спину, у них типа рейтинг там по 7-8%. Я думаю, что Бутиджичу и Блумбергу никаких шансов стать реальными номинантами не светит, потому что Блумберг миллиардер, человек часто таких центристских и где-то даже довольно правых взглядов для вот этой левой части демократической партии. Они его все ненавидят, считают богачом, миллиардером, представителем вот этого вот финансового олигархата, который там очень не любят в этой всей среде, да. С Питом Бутиджичем пара других проблем. Первая проблема состоит в том, что он открытый гей. И здесь там, люди, которые голосуют за демократическую партию, это очень сложный конгломерат, где, например, много этнических меньшинств, латиносы, черные, и это люди часто очень-очень религиозные. Для них, конечно же, вот там выбрать президента открытого гея, ну, это во многом табу. Кстати, вот это одна из проблем Бутиджича, это его низкая популярность среди черных или латиноамериканцев, да. И вторая история состоит в том, что он довольно молодой и всего лишь, ну, работает мэром города. Да. Саут-Бенд – это небольшой относительно город, то есть все-таки кандидаты в президенты США обычно это люди, которые там, ну, были губернаторами, сенаторами, то есть имеют опыт какого-то серьезного государственного управления на высоком уровне, допуска к секретной информации, решению каких-то очень важных, там, в том числе оборонных внешнеполитических задач. Да. У Бутиджича такого опыта нет. Он перспективный кандидат. Я думаю, что он где-то в будущем еще свою роль в американской политике будет играть, но, наверное, все-таки не сейчас. И вот те рейтинги, которые мы сейчас у него видим, это, скорее всего, то, что вот многие американцы-центристы как-то цепляются за какую-то соломинку, пытаются найти альтернативу вот этому левому крылу в виде Сандерса и Уоррен, ну вот находят то, что есть. Вообще, в целом, я хочу сказать, что вся эта диспозиция, она, ну, плохо выглядит для демократов. То есть внятного кандидата-центриста нет, который может переманивать избирателей у республиканцев, а это то, что больше всего сейчас нужно. Который скажет: слушайте, да я вам тоже буду снижать налоги, но не так, как Трамп, а по-человечески, да, что от этого выиграет средний класс, работящие американцы, а не только крупные корпорации. Да, да, нам нужна медицина для бедных, но я не буду вводить какой-то новый налог на вас, который прям сильно обременит ваши ежемесячные доходы из-за того, что вот вы кому-то другому будете оплачивать страховку. Вот какой-то такой центрист нужен. По сути дела, его нету.
выполняет эту функцию Джо Байден, который, в общем, выглядит уставшим. Выглядит уставшим. То есть он не в том возрасте, не в том поколении, не в той энергетике, чтобы весь вот этот груз на себя, соответственно, принять. Да? И, конечно, ему тяжело. То есть это такой большой старый волк, которого так покусывают молодые волчата, значит, с разных сторон, он от них отбивается, но, в принципе, видно, куда эта вся ситуация идет. Да. Вот, поэтому мы, конечно, будем освещать то, что в Америке на праймерис демократов и с импичментом будет происходить, но, если хотите, сделаю свой прогноз. Я думаю, что все-таки Байден будет номинантом от демократической партии, потому что, очень сложно вот этому левому крылу, оно активное в Демпартии, но ему сложно взять большинство. Но это будет такая тяжелая победа, после которой Байден выйдет довольно измотанным, как это было с Хиллари 4 года назад. Учитывая возраст, учитывая тот энтузиазм, с которой база сторонников Трампа готова его защищать, Байдену придется в этой кампании очень-очень тяжело. И я думаю, вот я опять рискну сделать прогноз. Я делал прогноз в прошлый раз, что выиграет Хиллари. Ошибся. Сейчас 2 слова об этом скажем. Но я думаю, что Байден все-таки выиграет у Трампа, но сделает это с не очень большим преимуществом. Не супер убедительно. И вот это приведет к такому очень серьезному новому витку напряжения в американской политике. Несколько слов об этом в заключение я хотел сказать. Во-первых, о прогнозах, которые были связаны с выборами 2016 года. Вот такая есть общеупотребительная мысль, что вроде как там все эксперты, социологи прогнозировали победу Хиллари, а вот как выиграл Трамп, там типа как все ошиблись. Да? Но на самом деле это довольно легко объяснимая вещь. Во-первых, Хиллари выиграла по общим голосам примерно 3 миллиона голосов, примерно так, как опросы и предсказывали. Да? Там вся тонкость лежала вот в этом как раз голосовании по штатам, ключевым штатам, где ситуация была 50 на 50. И здесь на самом деле угадать вот это дело было непросто. Например, вот есть 3 штата, которые решили судьбу выборов 2016 года. Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, где всего лишь 100 тысяч голосов в сумме был перевес у Трампа. Если бы эти 100 тысяч качнулись в другую сторону, то тогда бы Хиллари выигрывала эти выборы, как, собственно, большинство экспертов и прогнозировали. Но здесь вот один очень важный момент, который многие недооценили, вот я думаю, что на него надо внимательно смотреть и в этот раз, это настроение и энтузиазм избирателей. То есть одно дело, когда вы в соцопросе, вот вам говорят там типа вот, значит, там такие-то кандидаты, вот за кого вы проголосуете, и вот они там тикают бокс там Джо Байден, да, и вроде как он лидирует. Совсем другая история, это когда наступает реальный день выборов, и вам надо оторвать себя от чего-то там, скорее всего, очень важного. Американцы, вот они очень сильно отличаются от русских тем, что они очень-очень-очень много работают. У них нет отпуска, нет выходных и так далее, да, и вот какие-то единственные выходные дни они, конечно, стараются использовать для каких-то своих целей. И вот когда вот вы заняты какими-то своими делами, проблемами повседневными, и вам надо вот пойти проголосовать, когда это какой-то молодой, энергичный, интересный кандидат, который может изменить жизнь, изменить Америку, как Билл Клинтон, который реально изменил Америку там, во многих смыслах, как Барак Обама. Это один разговор. А когда вот вам надо пойти проголосовать за Хиллари или за Джо Байдена, понятное дело, что вот очень многие люди, еще после всех вот этих, когда им несколько лет жужжат в уши, Байден, да, они уже устали от этого, они за это время успели услышать много всякого плохого. Сам Байден, мягко говоря, не выглядит каким-то суперэнергичным кандидатом, он выглядит таким хорошим дедушкой, но дедушкой, тем не менее. А американцы в душе хотят чего-то другого. Да? И вот этого энтузиазма действительно может не быть. Мы не знаем, это непрогнозируемый фактор. Единственное, что я все-таки думаю, что произойдет, это то, что в этот раз Демократическая партия, ее аппарат, вот так называемый DNC, Democratic National Committee, он объявит гораздо более широкую мобилизацию, типа, как писал Владимир Ильич Ленин, все на борьбу с Деникиным. Да? Значит, вот в роли Деникина
в этот раз выступит Дональд Трамп. Ну, то есть они объявят его просто вот, что нам от этого чудовища все-таки надо как-то избавиться. Да? Я думаю, что эта мобилизация сработает. И Байден, который, скорее всего, будет номинантом, он, скорее всего, выиграет. Но вот тут мы подходим к другой истории, что перевес его, видимо, не будет очень значительным, что позволит Трампу и республиканцам сказать, это все нечестно, так не было, на самом деле выиграли мы. Вот здесь может начаться нечто совершенно непредсказуемое. Во-первых, республиканцы любят так делать. Я напомню про историю 2000 года, когда выиграл, по сути дела, выборы демократ Альберт Гор, но у американцев был Джеб Буш, брат Джорджа Буша, младшего, губернатор Флориды. Во Флориде объявили пересчет голосов ручной. Потом, когда надо, его остановили, когда результаты стали, в общем, для Буша становиться, может быть, не самыми лучшими. Верховный суд, как и сейчас, там был 5-4 перевес в пользу судей, симпатизирующих скорее республиканцам. Он принял решение в пользу республиканцев. И вот так они себя протащили в президентское кресло, хотя результаты выборов были, в общем, другими. Да? Они совершенно точно будут пытаться играть в такие штуки сейчас. Более того, во-первых, когда Трамп баллотировался в 2016 году, он прямо говорил, что он и его сторонники не признают победу Хиллари Клинтон. И, честно говоря, многие тогда высказывали опасения, что мы вообще не знаем, что будет, если Хиллари выиграет. Отдадут ли республиканцы просто так вот победу без боя? Я сейчас не шучу в буквальном смысле слова, да, потому что вот была одна из недавних буквально историй, это вот массовая демонстрация в Ричмонде, в Вирджинии, в начале этого года в защиту прав на ношение оружия, куда съехались со всей Америки вот такие радикальные правого крыла люди, все они сторонники Трампа. Вот посмотрите, как они выглядят. В камуфляже с автоматическим оружием, их там было десятки тысяч человек. Да? Ну вот представьте, Трамп объявит, типа, приходите все, значит, к Белому дому или к Конгрессу защитить американскую демократию, то есть мою единоличную власть. Как республиканцы и Трамп эту демократию понимают. По-путински, по-орбански, по-эрдогановски и так далее. Да? Вот я думаю, что какие-то такие сценарии нас точно могут ждать. Либо пока вот окей, если Трамп согласится передать власть, то он такого может натворить за эти 3 месяца. Ну, пример, скажем, как республиканцы себя ведут в таком случае. Вот мы рассказывали в одном из наших выпусков про выборы губернатора штата Кентукки, где республиканец Мэтт Бивен проиграл демократу. Он тоже сопротивлялся, объявил пересчет. Пересчет показал, что он проиграл все равно. Тогда он ушел, но, например, он что сделал? Он выписал помилование после ухода кучи каких-то жутких преступников, насильников, убийц, мужчине, который отрезал женщине голову. При том, что этот Мэтт Бивен изображал из себя такого ультраконсервативного религиозного сторонника христианских ценностей, но когда вот он проиграл, он показал свое там настоящее лицо. Помилование – это как бы не самое страшное, что Трамп мог бы сделать вот в эти 3 месяца, если, допустим, он согласится передать власть и уйти, да, но все еще будет исполнять обязанности президента. В общем, это все может быть такое очень вязкое и тяжелое шоу, да, то есть будет интересный год в связи с событиями, которые будут происходить в Америке. Пока вот ситуация такая, что она, во-первых, не ведет к однозначному реваншу демократов в этом году, там сложная ситуация на праймерис. Во-вторых, республиканцы не собираются отдавать свою однопартийную власть. И это, к сожалению, очень подмачивает вот эту репутацию хваленых американских демократических институтов. Я разговаривал со многими людьми в Америке, вот когда недавно был там об этой проблеме. Но они, конечно, все нормальные люди, полны решимости бороться за все это дело. Один из людей, который, в принципе, с десятилетиями опыта работы в одном из таких крупнейших и очень важных американских государственных институтов, он мне сказал: слушай, я помню еще Вьетнамскую войну, я помню импичмент Никсона, но я, честно говоря, никогда не был так напуган по поводу самых разных последствий, которые у всей этой ситуации могут быть. Когда одна партия решила прям твердо схватиться мертвой хваткой за однопартийную власть,
Во главе этого стоит Дональд Трамп, которому плевать на правила, на законы, он готов на все, чтобы эту власть удержать. С другой стороны, есть противники, но в их лагере, в общем, есть определенный разброд и нет такого четкого противовеса энергичного, который мог бы просто прийти и выиграть, как, например, уверен, сделал бы это Барак Обама. Сложная ситуация. Это еще раз нам говорит о том, что мы присутствуем при такой серьезной потере лидерства Америки в демократическом мире, потому что им для начала надо пройти вот через этот свой сложный период. Будем внимательно смотреть, как этот период у них развивается. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» Владимира Милова. Подписывайтесь на мой канал, слушайте наши подкасты, мы их сделали для вас. Обязательно донатьте нам на продакшн. Для того, чтобы все эти передачи делать, это, в общем, не бесплатно, нужна целая профессиональная команда. И смотрите нас обязательно через неделю, мы все-таки расскажем вам про нашего ближайшего соседа Турцию и такого полудиктатора Реджепа Эрдогана, который вот уже там скоро 20 лет как там правит. Это будет интересно. Обнимашки с диктаторами. Владимир Милов, спасибо, что были с нами. Hugs and Kisses with Dictators.